Работа с мышлением и поведением. Здравствуйте, друзья! Это заключительное видео о лечении социального тревожного расстройства с использованием методов психотерапии. В своих предыдущих видео я рассказывала о том, что такое социальное тревожное расстройство или социофобия, каковы основные симптомы этого расстройства, как может проявляться социофобия и что является причинами ее развития. Далее я познакомила вас с полной схемой работы психолога или психотерапевта с клиентом по преодолению социального тревожного расстройства. Я рассказала о 3 основных этапах: анализ проблемы, тренинг навыков, работа с мыслями и поведением. Затем я подробно остановилась на первом этапе – анализ проблемы, на втором этапе – тренинг навыков. Сегодня мы будем говорить о завершающем этапе работы – работа с мышлением и поведением. На этом этапе мы меняем внутренние установки и убеждения с нереалистичных, негативных на более реалистичные и позитивные. То есть проводим когнитивную реструктуризацию, проигрываем катастрофические сценарии и начинаем преодолевать свою тревогу на практике в процессе бихевиорального эксперимента с помощью терапевтической экспозиции. Много умных слов, но на самом деле все довольно просто. Небольшое отступление. Если вы смотрите это видео отдельно от всего плейлиста, имейте в виду, что социальная тревожность или социальное беспокойство о том, как тебя воспринимают в обществе, это вполне нормальная вещь. У любого человека время от времени бывают точно такие же страхи, связанные с пребыванием в социуме. Но социофобия – это когда беспокойство постоянное и существенно влияющее на качество жизни человека. Не каждый ребенок, который боится выходить к доске, страдает социофобией. Не каждый взрослый, который боится выступать на публике, социофоб. Чтобы разобраться, есть ли в вашем случае социофобия, посмотрите, пожалуйста, мое видео «Я социофоб», социофобия и ее симптомы. Но вернемся к 3-му этапу работы с социофобией – работа с мышлением и поведением. В основе когнитивно-поведенческой терапии лежит когнитивная модель патопсихологии. Она предполагает, что на эмоции, реакции организма и поведение человека в первую очередь влияет его восприятие событий. Именно то, как люди воспринимают различные ситуации, определяет, как они на эти ситуации реагируют и откликаются. Таким образом, сама по себе ситуация может не вызывать страдания. Напротив, именно интерпретация ситуации провоцирует стресс. В когнитивно-поведенческой терапии эти интерпретации называются автоматическими мыслями. Возьмем простую ситуацию. Поздний вечер, метро. Девушка замечает, что на нее пристально смотрит мужчина. Ситуация не меняется, но эмоциональная реакция девушки будет зависеть от того, что она подумает. Автоматическая мысль – это маньяк, он пойдет за мной, что делать? Эта мысль вызывает страх. Автоматическая мысль «со мной что-то не так, у меня тушь потекла, я испачкала одежду» – эта мысль вызывает беспокойство и, возможно, стыд. Автоматическая мысль на меня обратили внимание, а молодой человек вроде так ничего, вызывает интерес и даже воодушевление, если мужчина интересный. Автоматическая мысль «чего уставился, я тебе не картинная галерея» вызывает раздражение и даже агрессию. Как видите, ситуация не меняется, но наши внутренние интерпретации влияют на наши эмоции. На самом деле этот мужчина просто дома забыл очки, но ему силуэт девушки кажется знакомым, вот он и всматривается.
Автоматические мысли – это мимолетные, оценочные суждения, которые проносятся у нас в голове без нашего сознательного контроля. Они возникают у человека спонтанно и чаще всего являются внутренними высказываниями, мнением человека. Автоматические мысли есть у любого человека. Это своего рода система координат, ценностей, стиля жизни, мировоззрения. Некоторые автоматические мысли становятся неадаптивными, негативными и зацикливают человека на чем-то отрицательном. Они превращаются в подобие умственной жвачки, вызывая у человека дискомфорт и страдания. И все это сопровождается болезненными эмоциональными реакциями. Давайте теперь представим себе самую простую ситуацию. И на этом примере сможем легче понять, как автоматические мысли влияют на поведение человека. Представьте, что есть два подростка – Леша и Петя. С ними происходит событие. Им обоим предстоит выступить перед классом с докладом. Данная ситуация является возбудителем для их автоматических мыслей. Леша немного волнуется, но не слишком. В его голове появляются автоматические мысли. Я полностью готов, сейчас расскажу, получу свою оценку и расслаблюсь. Леша в этой ситуации изначально настроен на то, что все будет хорошо. Это позволяет ему избежать стресса. Он выходит к доске спокойно или даже немного волнуясь, рассказывает и идет дальше заниматься своими делами. У него нет никаких негативных реакций на это событие, ведь его автоматические мысли вполне адаптивны. Теперь посмотрим на Петю. Его мысли звучат примерно так. «О нет, сейчас все будут на меня смотреть, я стану красным, вспотею, у меня рубашка мятая, все будут смеяться, а вдруг я запнусь, и они подумают, что я глупый, буду стоять там как идиот, почему я должен позориться, я боюсь, не хочу туда идти, я не пойду». Однако, преодолевая себя, Петя выходит к доске и действительно начинает запинаться, потеть, дрожать, испытывает чувство стыда от того, что все это видят. Он сокращает свое выступление, чтобы быстрее сесть на место и избавиться от этой пытки. Все эти реакции вызваны не тем, что он вышел рассказывать доклад, а тем, какие автоматические мысли активизировались в его голове. Никто не обратил внимания на его мятый воротник. Он действительно хорошо подготовился. Он даже рассказал бы лучше Леши. Но, к сожалению, его автоматические мысли вызвали негативные эмоции, тревогу, стыд, физиологические реакции, потливость, сухость во рту, естественно, изменения в поведении, это сокращение выступления. Иногда мы не можем контролировать события, которые с нами происходят. Чаще всего мы не можем этого сделать. Хотели того Петя или Леша или не хотели, учитель все равно вызовет их отвечать около доски. Но мы можем научить себя отслеживать свои негативные мысли и переформулировать их, заменить их на продуктивные и здоровые, которые будут помогать, а не мешать нам в жизни. Перед психологом, который работает с социальным тревожным расстройством, стоят следующие задачи. Во-первых, выявить истинные неадаптивные автоматические мысли, которые не позволяют клиенту полноценно жить в социуме. Во-вторых, сделать так, чтобы клиент отказался от своих разрушающих, дезадаптивных автоматических мыслей и заменил их на адаптивные. В-третьих, полностью реконструировать поведение клиента. Делается это с помощью когнитивной реструктуризации в том числе.
Когнитивная реструктуризация – это ведущий метод когнитивно-поведенческой терапии. Более подробно о когнитивной реструктуризации, о том, как она проводится, я буду рассказывать в другом видео. Здесь я коротко сосредоточусь на сути. Отказ от неадаптивной, разрушающей адаптивной мысли может произойти только в том случае, когда человек будет действительно убежден в ее глупости и четко осознает, что она неверна. Сначала человек как бы диссоциируется от своей мысли, воскликнув про себя: «О Боже, неужели я настолько глуп, что столько лет жил с этим?» А потом полностью отказывается от этой мысли. Для того, чтобы человек мог отказаться от таких автоматических мыслей, от которых он страдает, психолог пользуется когнитивными техниками, которые подбираются индивидуально для каждого клиента. Среди них, например, техника декатастрофизации. Для понимания того, как работает данная техника, я приведу пример диалога психолога с клиентом, у которого был сильнейший страх публичного выступления. Клиент: если я провалюсь на докладе, это катастрофа. Психолог: а что произойдет, если вы провалитесь? Вас уволят, снимут с должности, от вас отвернутся коллеги, от вас уйдет жена. Клиент: ну нет, ничего такого, я хорошо работаю, но все будут думать, что я не справился, и я буду себя очень плохо чувствовать. Психолог: представьте, что будет на самом деле, если вы провалитесь. Опишите мне это. Клиент после некоторого раздумья: ну, мне больше не доверят публичные доклады. Ну, возможно. Это плохо? Вы хотите выступать? Клиент, улыбаясь чаще всего: нет, мне даже станет легче, но я буду плохо себя чувствовать из-за своего провала. Психолог: что значит плохо себя чувствовать? Можете мне описать более конкретно? Клиент: это такое давящее, неприятное, мутное ощущение внутри себя, и оно будет сопровождать меня очень долго. Психолог: понимаю, действительно неприятно. Ну, неудачи всегда неприятно переживаются, и это нормально. И как долго будет вас мучить это ощущение? Только давайте реалистично, действительно, как долго вы будете это ощущение переживать? Клиент: ну, наверное, сильнее всего дня 2-3, потом это как-то постепенно будет рассасываться и проходить. Ну, и из-за этого неприятного переживания неудачи в течение 2-3 дней вы считаете эту ситуацию катастрофой? Клиент: ну нет, конечно, это не катастрофа, но просто я ее так воспринимаю. Ну да. А теперь, вот после нашего разговора вы также воспринимаете это катастрофа? Ну, теперь нет, это неприятно, да, если я провалюсь, это так вот как-то неприятно, но это точно не катастрофа. Психолог ставит вопросы таким образом, чтобы человек сам почувствовал дисфункциональность и несуразность своей мысли, чтобы клиент понял, что более адекватное мышление выгодно. Да? Далее мы работаем над изменением поведения и выработкой новых стратегий мышления. Еще один метод, который часто используется клиническими психологами и психотерапевтами, которые работают с социальным тревожным расстройством, это метод когнитивной экспозиции. Экспозиция – это одна из техник когнитивно-поведенческой терапии, которая подразумевает встречу со страхом. Она основана на законе угасания условного рефлекса. По истечении определенного времени предъявления стимула, триггера страха, организм человека в отсутствии ожидаемой негативной реакции расформировывает условную рефлекторную связь, в результате чего он избавляется от своего расстройства. Ну, понимаю, звучит сложно. Если обсуждать это, не вдаваясь в глубины психологии, то метод окажется достаточно простым. Посмотри страху в глаза, и он пройдет.
На практике данный метод немного сложнее, чем кажется. Да, это действительно метод преодоления собственных страхов, но нельзя бесконтрольно кидаться навстречу своим фобиям в ожидании того, что они пройдут. Для этого мы используем экспозицию. Используются два варианта экспозиции – прямая и воображаемая экспозиция. Воображаемый метод – это представление ситуации, которая вас ожидает, у себя в голове. Задача проработать заранее все варианты развития событий, а после столкновения с ними еще раз проанализировать, используя все тот же метод реструктуризации. Прямая экспозиция – это уже действие в реальной ситуации и с реальными людьми. Главное в экспозиции – постепенное, контролируемое наращивание своих возможностей при нахождении в пугающей ситуации. Возьмем в качестве примера страх общения с людьми. Например, день первый. Цель – выйти на улицу и провести там 10 минут. Результат. Сегодня я вышел на улицу и сделал круг вокруг дома. Увидел, как люди гуляют с собаками. Хорошо. День второй. Цель. Спросить у человека на улице направление к ближайшему метро. Вы, естественно, наверняка знаете, где у вас находится метро. Ваша задача провести короткий разговор. Результат. Подошел к девушке, спросил направление, она мне все указала, я не смог ее поблагодарить, застеснялся, ушел. Здесь уже можно провести реструктуризацию. Засмущался, что вы подумали, почувствовал стыд, какие мысли, обсудили. Ничего такого, чтобы подкрепляло этот стыд, со мной вроде бы не случалось. Мы обсуждаем эту ситуацию, формулируем новую адаптивную мысль. День третий. Повторить задачу предыдущего дня, ведь ситуация не закончилась успехом. Попробовал снова спросить направление к метро. Получил ответ, поблагодарил. Получилось. День четвертый. Цель – зайти в магазин одежды и попросить консультанта о помощи в выборе одежды и так далее и тому подобное. Путем преодоления и проработки каждого маленького этапа человек отучается испытывать страх в уже пройденных им этапах экспозиции. Он уже просто привык и знает, чего ожидать. В его автоматических мыслях нет никаких предвзятых ошибок и суждений. Еще один эффективный метод воздействия на автоматически дисфункциональные мысли наряду с когнитивной реструктуризацией, катастрофическим сценарием – это бихевиоральный эксперимент. Его цель – проверить обоснованность негативных мыслей на практике. Суть метода заключается в том, что вы не просто верите в свою негативную мысль беспрекословно, а воспринимаете ее еще как только гипотезу, достоверность которой предстоит проверить на практике. Сбудется она реально или нет? Сначала во время сессии мы записываем негативные суждения, которые нуждаются в проверке. Затем делаем то, что нуждается в проверке. Если опасения не оправдаются, ставим минус. Оправдались, ставим плюс. Таким образом, спустя какое-то время у вас будет статистика о том, какое количество ваших негативных мыслей было обоснованным, а какое нет. Например, страх отвечать у доски. Все будут на меня смотреть. Я ничего не смогу сказать. Я упаду, пока буду идти к доске. У меня будут трястись ноги. Все начнут смеяться надо мной и так далее. Проводя бихевиоральный эксперимент, мы получаем следующие результаты. Не все на меня смотрели. Кто-то смотрел, а кто-то занимался своими делами. Я все-таки что-то сказала. Но это было несколько слов, которые вытащила из меня учительница. Но все-таки я что-то сказала. Ноги тряслись, да, подтвердилось. Но главное, я вышла и я не упала. Девочки на последней парте смеялись. Но не факт, что смеялись надо мной. И самое главное,
смеялись точно не все. Суть в том, что если вы целиком и полностью избегаете социальных, тревожащих вас ситуаций, вы никогда не узнаете, что эти ситуации на самом деле безопасны, что вам ничего не угрожает в подавляющем большинстве случаев. А если в минимальном числе случаев что-то и угрожает, то это что-то не настолько ужасное, как вам представляется. Если вы приходите и уходите, то есть сокращаете свое пребывание в ситуации, например, вы приходите на вечеринку и сразу же уходите через несколько минут по причине социальной тревожности, то вы на самом деле закрепляете свои страхи. Вы запоминаете, что посещение вечеринки – это стресс, а быстрый уход – это облегчение. На самом деле, если вы останетесь в ситуации достаточно долго, ваш страх сам по себе утихнет. Проверьте, если не верите на слово. Почему? Потому что так устроен наш организм. Он не может вырабатывать гормоны для постоянного поддержания высокого уровня страха, особенно если отсутствует причина для угрозы. Конечно, облегчение и успокоение наступит не так быстро, как если бы вы просто убежали из ситуации, да? Но вы уже поняли. Зато в долгосрочной перспективе это более верный путь. На этом, друзья, я завершаю цикл о социальном тревожном расстройстве. Этот плейлист получился очень большой, но я надеюсь, полезный для вас. Оставляйте свои комментарии, ищите меня в других социальных сетях, Telegram, ВКонтакте, Инстаграм и так далее. До встречи. С вами была Наталья Барлажецкая.